Приветствую вас, трейдеры. Коротко расскажу вам о нововведениях версии платформы 1.1.3. И начнем с новых опций для стратегии Channel. Добавлен расчет баланса от риска. Если мы откроем стратегию Channel, ее конфиг, для Scale, Levels и Grid добавлена возможность выделять баланс от риска. Для того, чтобы он работал, необходимо нам включить стоп-лосс. Это можно сделать через вкладку SL, включить триггер, либо также на графике выбрать стоп-лосс и его установить. После этого мы задаем нужный нам риск, и платформа сама рассчитывает баланс для работы. Теперь стратегия Scale интегрирована в инструмент Fibonacci на TV Chart. Это позволяет запускать Scale уже через отрисованную фибу на графике. Когда у нас на графике нарисована и выделена активная фиба, помимо подсвеченной индикации фиба, теперь еще отображается индикация Channel. При нажатии открывается конфиг стратегии, которую также можно продолжить настраивать. Если вам нужны будут для этого проекции, можно их отобразить дополнительно на графике. Для стратегии Channel добавлена возможность ручного распределения баланса между уровнями. В разделе Levels и Scale в дополнение к арифметическому и геометрическому распределению объема добавлена возможность указывать объем в ручном режиме. Указываем в ручном, можем выбирать личные уровни и теперь прописываем нужные нам параметры. Главное, чтобы они составляли также в порядке 100%. По аналогии Scale в Levels также можно теперь создавать собственные шаблоны. И дополнительно шаблон теперь запоминает параметр оптимизации баланса. То есть мы теперь можем выставить нужные параметры по оптимизации. Если выбираем шаблон там, где авто, будет авто. Там, где ручной, стоит ручной. Реализован расчет отображения средней цены входа как на графике, так и в окне настроек стратегии. На графике отображается динамично в зависимости от пропорций, и в окне стратегии находится здесь. Помимо этого, также добавлен расчет среднего входа и для FIBA, но только в окне конфига. Данный расчет будет показан только для пропорции объема вручную. Для Profit BU и для Profit BU расчет не показывается. Для интрадей стратегии появилась возможность распределять объем тейков вручную. То есть, если мы запустим интрадей стратегию в разделе Buy или Sell, в зависимости от направления Long-Short, в данном случае тейки, мы можем распределять объем вручную. Выделяем объем, показываем 25, 25, 50. Перейдем к новым возможностям для сквиз-стратегии. Для сквиза добавлен таймер стоп-лосса по тайм-ауту. Его можно включить в настройках столбцов, выбрать тайм-аут. Если мы возьмем и подкинем сквиза в рынок, у нас появляется отсчет. В данном случае выбран тайм-аут 1 час. И этот таймер будет динамично истекать до нуля. Данный тайм-аут мы можем отключить. И отключить его можем двумя способами. Первым продались. Давайте еще раз. Первый способ это нажать на сам иконку будильника. Снова продались. Нажать на иконку будильника, тогда таймер отключится, либо на любом его ордере отключить стоп по времени. В данном случае, если мы его отключаем, теперь стоп у нас не будет срабатывать по таймеру, пропадает иконка будильника в тайм-ауте. Данная опция отключает таймер на текущий цикл стратегии, то есть после продажи позиции в стратегии снова будет активен стоп-лосс по таймеру. Мы продали, снова запустили, вошли в позицию, таймер отображается и истекает. Также к сквизу добавлена функция паузы и старта. Данная опция позволяет временно остановить стратегию, не сбрасывая статистику. Включить либо выключить можно, нажав на иконку паузы. Стратегия выключает свои лимитки. Либо через групповые операции. Мы можем выбрать несколько сразу операций, либо снять с паузы, либо запустить. И третий способ через список на ТВ-чарте, нажать троеточие, поставить на паузу. Стратегия выключится. В дополнение скажу, что можно поставить на паузу стратегию, которая уже находится в позиции. После того, как она продаст свой объем, лимитка уже не будет выставляться, так как будет активирован режим паузы. То есть мы сейчас можем войти в позицию, поставить данную стратегию на паузу. Пауза активирована, продаем. И он в будущем не выставляет свою лимитку. Потом можем успешно все это активировать. В обновлении 1.1.3 была проведена работа по оптимизации, была улучшена производительность и потребление памяти. Интерфейс работы стал плавнее, потребление ресурсов снижено. А для тех, у кого было менее мощное железо, работа стала гораздо приятней. Также оптимизирована работа на мобильных устройствах. Работа с модальными окнами стала гораздо удобней. Нажимаются, выбираются все различные параметры и убрана цикличная перезагрузка страницы на технике Apple.
И перейдем к новым блокам таблицы. Теперь имеется возможность добавлять и редактировать до 5 таблиц, они же блоки, разделять их на отдельные блоки и объединять в один. Нажимаем на замок, спускаемся вниз для удобства, нажимаем добавить, и у нас есть дополнительные блоки таблиц. Давайте мы их все добавим, уберем замок. Эти блоки можно настраивать раздельно, либо совмещать в один, допустим, позиции, стратегии, ордера, история, все в одном блоке, либо разделить их на отдельные блоки, где только будут, допустим, стратегии, только позиции, либо только ордера. Также блок символов и таблицы могут запоминать ширину и набор столбцов под различное разрешение и размер экрана. То есть вы можете настроить таблицы для различных устройств и размеров окна с учетом ширины и столбцов и их количества. Давайте покажу пример. Обрати внимание, что у меня блок 2 таблицы показан на полный формат со всеми параметрами, которые мне нужны. Теперь, если мы сужаем страницу в формат вертикальный, открываем замок, смотрим, что мой блок 2 находится здесь, у него и столбец PNL отображен в узком формате. Возвращаемся к блоку, и мой блок 2, который с таблицами, отображает также полный формат. Ширину столбцов и их набор будет запоминать и блок символов. Берем наш блок символов, открываем его, смещаем сюда, расширяем, добавляем еще множество параметров, например, таких. И когда возвращаемся обратно, блок символов будет отображать свой предыдущий вид. Для того, чтобы эта опция работала, нужно перейти в раздел «Настройки», «Интерфейс» и включить галочки в опции сохранения настроек блока. Как вы уже заметили из предыдущей опции, мы можем на всех таблицах менять размеры столбцов. И платформа будет их запоминать. Мы можем уменьшать, увеличивать, срезать, и размеры столбцов будут фиксировать свое положение. Также изменения произошли в разделе «Статистика». И он немного улучшен. Если перейдем в статистику, теперь добавлен раздел PNL за день, а также отображение баланса разделено на эквивалент к USDC, к BTC и Wallet. Для фьючерсов реализована возможность закрытия нескольких позиций одновременно. В блоке позиций добавлена опция закрыть все позиции, long позиции и short позиции. Следующее нововведение по префиксам. Ранее префикс нужно было менять только через открытие конфига стратегии. То есть нужно было открыть конфиг, найти имя и его изменить. Теперь это можно сделать в строке со стратегиями. Для этого должен быть включен столбец префикса в стратегиях. И теперь можно менять префиксы из списка стратегий. В платформу добавлены шаблоны. Шаблоны для инструментов рисования, шаблоны для индикаторов с возможностью зафиксировать тикер и таймфрейм и шаблон для темы виджета. Для инструментов, чтобы выбрать «Сохранить шаблон», нажимаем правой клавишей мыши «Сохранить как» и выбираем тип шаблона. В данном случае у меня уже есть пресеты. Мы можем менять через правую клавишу мыши, либо выделять инструмент и в шапке ТВ выбирать нужный нам шаблон. Второй шаблон, который работает с индикаторами, мы можем его создать, который может запоминать сам тикер, то есть монету, и запоминать интервал, то есть таймфрейм. То есть заранее мы задаем нужные нам параметры, допустим, индикатор, мы хотим еще добить RSI, заполняем его, он у нас есть. Теперь у нас есть два индикатора RSI и объемы. Идем в шаблоны, сохранить, пишем 3.3, запоминаем тикер и запоминаем таймфрейм 5-минутный и нажимаем сохранить. Теперь у меня есть, зайдем в готовый пресет full 4 часа, нас перебрасывает на монету Каита, которая была уже заранее сохранена как тикер, и на ее 4-часовой фрейм с RSI. Переходим на наш 3.3, открывается RSI, 5-минутка и IP. И третий вид шаблонов – это шаблоны на самом графике ТВ. Нажимаем правой клавишей мыши, настройки. Теперь есть возможность сохранить шаблон для, например, белой темы и темной темы для светлой. У меня есть свой график, свои свечи, индикаторы и для темной темы. Добавлена гибкая настройка отображения элементов управления в блоке график. Можно быстро настроить, вскрыть, отобразить нужные вам элементы управления. Как линии, так и линии без убытка, кнопки ордеров, кнопки стратегии и также подсмотреть быстрые клавиши для быстрого доступа отключения. Помимо добавления шаблонов, еще и была обновлена версия самого виджета TradingView, что позволило на некоторых инструментах выдавать некую кастомизацию. Например, для треугольника
Например, для прямоугольника мы теперь можем выделять среднюю линию, многим она была нужна. Также появилась возможность подписывать некоторые инструменты, например, тот же прямоугольник. Аналогично и FIBA. Выделяем FIBA, появляется возможность подписать тегом каждый уровень, как это реализовано на сайте TradingView. Улучшен механизм шаринга скриншотов. Теперь скопированная ссылка через механизм скриншотов на TV-чарт, он же Alt плюс S, ведет на терминал Lex и содержит ваш реферальный код. То есть нажимаем на фотоаппарат, нажимаем копировать ссылку. Ссылка скопирована. Это же можно сделать через Alt плюс S. Также ссылка копируется. Переходим по данной ссылке. Слева вверху есть реферальный код. Нажатие на него сразу отправляет на ссылку регистрации нового пользователя. А справа ссылка «Открыть терминал». На этом я завершаю обзор новых опций. Вы можете также с ними знакомиться в статье базы знаний по ссылке в описании. Хорошего вам дня и до встречи.